Всем привет. Сегодня у нас ты и он, да, все про вас, вашу совместимость посмотрим, ваше настоящее для сигнификации, ваше будущее и совет от карт получим. И сразу скажу, это 3 колоды мои, которые вы можете распечатать себе, продавать можете, если хотите, да, но эти колоды в доступе. Макеты профессиональные на Бусти. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Это колоды: первая — Нейроведьма 1, Нейроведьма и дед 1, Нейроведьма и дед 2, Нейроведьма и дед 3. Эти 3 колоды — авторские права у меня, их я ни в какую типографию и прочее, прочее не продаю авторские права. Авторские права мои, и вы можете в любой момент и распечатать, и так далее. На авторство я подавать не буду. Ну, то есть, пожалуйста, хотите себе такую колоду, берите, распечатывайте, и я не против. Но самое главное, чтобы, потому что есть такие вопросы, да, а какой картон и так далее. Именно Нейроведьма и дед 1, вот это первая, да, она картон 350, матовая ламинация 125. И без полей, ну, сами понимаете, да? Итак, колода в свободном доступе, можете взять, распечатать и так далее. Итак, давайте мы с вами начнем наш расклад. Итак, единички. Ваша с ним совместимость — это первые 2 карты. Все карты парно читаем. Ну, а вы с ним идеально друг друга дополняете. Ты у нас вот вся такая активная, планирующая, всегда вот куча идей в голове. А он такой, знаешь, спокойный, основательный, никуда не торопится, никуда не бежит. Ты можешь за день придумать 10 планов на выходные, а он выберет один самый лучший и воплотит его в жизнь. То есть вы прям идеально друг друга дополняете. И вот самое классное, ты мечтательница, а он практик. Например, вот ты как говоришь, давай купим домик у моря, да? А он садится и считает, сколько это будет стоить, как копить и когда реально, как говорится, сможем. Без тебя он бы так и сидел в своей рутине. А без него ты бы жила в мире фантазий. Понимаешь? И ты у него на подзарядке для энергии, а он у тебя для стабильности. И когда тебе все надоедает, ты к нему приходишь, и он тебя успокаивает. А когда ему скучно, ты его, как говорится, тормошишь и заставляешь что-то делать. Он тебе дает уверенность в завтрашнем дне, а ты ему радость от жизни. Вы очень хорошая команда, вы прям, вы созданы друг для друга. Ты генерируешь идеи, он их проверяет там на реальность, да? Ты хочешь все и сразу, он тебя тормозит и объясняет, что нужно действовать поэтапно. И это правильно, потому что вот одна ты бы нахватала кучу проблем, а он один так бы ничего и не начал делать. Понимаешь? Что сейчас между вами ваше настоящее? У вас проблемы с общением. Вы оба сейчас избегаете серьезных разговоров. Когда вот сложная тема возникает, ты уходишь от разговора, а он ведь делает, что ничего не происходит. В итоге у вас что? Накапливаются проблемы, а решения они не находятся.
и ты физически от него дистанцируешься. Раньше вы могли часами болтать обо всем, и вот сейчас ты стала молчаливой. Он что-то спрашивает, а ты отвечаешь вот так односложно: «Да, нет, наверное», вот так вот. Он пытается обнять, а ты уклоняешься. Ты как будто вот в другой город эмоционально переехал, хотя физически рядом. А он в ответ замкнулся, да, и не знает, что делать. Он видит, что ты от него отдаляешься, но он не понимает, почему. И мучается выбором, лезть к тебе там с расспросами или время дать. И он боится сделать еще хуже, поэтому вообще ничего не делает. Просто ждет, когда ты, как говорится, сама успокоишься и сама расскажешь. Между вами сейчас, вот как бы сказать-то, вот вакуум из недосказанности. Вы оба чувствуете, что что-то не так, но никто не хочет первым начинать вот этот сложный разговор. Ты боишься, что он не поймет, а он боится, что ты еще больше закроешься. В итоге вы рядом живете, но не вместе. Вот так вот. Совместное будущее — это, знаешь, ну, давай называть вещи своими именами. У вас будут финансовые трудности, но вы их преодолеете, не бойся. Это даже хорошо, потому что общие проблемы вас сплотят. Когда денег станет мало, вы перестанете друг друга избегать и начнете действовать как одна команда. Сейчас, вы знаете, ты тешишь эго свое, там, гордость свою, вот это все. А он, знаешь, в растерянности не знает, что с тобой происходит. То есть ты, как сказать, ты загадка, которой хочется ремнем дать. Вот примерно вот так вот. И вот эти трудности по поводу денег, да, они заставят вас наконец-то по душам поговорить. Вы поймете, что молчание только все ухудшает. Он скажет тебе то, что давно хотел сказать, а ты ему объяснишь, почему ты отдалилась. И вот это будет уже началом нового этапа в ваших отношениях. Более высокого, понимаешь? Более высокой ступеньки, я имею в виду. А потом к вам период надежды придет и вот вера в будущее. Вы найдете выход из вот этих денежных проблем, наладите общение между друг другом и снова себя счастливыми почувствуете. У вас новые общие цели будут, новые общие планы. Ты снова будешь мечтать, а он воплощать эти мечты в жизнь. Самое важное, знаешь, вы научитесь друг другу доверять. Не скрывать проблемы, не замалчивать обиды. Вы просто поймете, что вместе вы пипец какие молодцы. Вот я бы так вот сказал, я не знаю, как это сказать, но сейчас у тебя играет вот эта гордость паразитки. Понимаешь? Вот. И вот этот кризис, который сейчас между вами, он, знаешь, он будет прививкой от будущих проблем. Потому что вы узнаете, как правильно друг с другом общаться. Совет, ну тут простой, да? Взять и честно поговорить. Вот просто вот хватит молчать и вид делать, что все нормально. Скажи ему прямо, что тебя беспокоит. Не бойся ты его реакции. Не думай, что он тебя не поймет. Он намного умнее, чем ты думаешь. И говори конкретно, без вот этих вот намеков женских. Не жди, что он сам догадается, там в чем проблема. Нет. Мужики не умеют мысли читать. Запомни это раз и навсегда. Если тебя вот что-то не устраивает в отношениях, скажи это четко, ясно, ротом. Понимаешь? Предложи варианты решения, а не просто там жалуйся на проблемы. А еще, знаешь, приготовься вот к этой, как сказать, вот длительной борьбе за ваши отношения. Один разговор, он ничего не решит. Вам придется день за днем работать над тем, чтобы восстановить вашу близость. Учиться заново доверять друг другу придется. Переживаниями делиться, там, поддерживать в трудные моменты. Но самое главное, защищай ваши отношения от вот этих внешних влияний. Не слушай советы вот этих подруг, которые тебе говорят: да брось ты его, зачем он тебе нужен, он плохой. Никогда не обсуждай ваши проблемы с посторонними людьми. Решайте все вдвоем, без свидетелей, без советчиков. Ваши отношения — это ваше личное дело. И только вы двое можете вот решить, что с ними делать.
Никто другой. Это очень важно. Почему? Я тебе объясню. Потому что послушаешься подругу, а потом подруга твоя вот этого мужика себе-то и заберет. А он, извиняюсь, чуть не сказал, а он хороший. Он у тебя хороший, и не думай ничего другого плохого. Обязательно подписывайся на канал. Эту колоду ты можешь распечатать. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Они на Бусти. Там скачать можно. Доступны на уровне проживания арканов. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Сразу говорю, эту колоду, колода под названием «Нероведьмы и дед» номер 2. Можете распечатать. Все ссылки на макеты в описании к видео, в закрепленном комментарии. Ничего дизайнерам платить не нужно, там готовые профессиональные макеты. Доступны на уровне проживания арканов. Итак, ваша с ним совместимость. Ну, вы связаны нездоровой зависимостью. Ты чувствуешь себя вот прям в тюрьме рядом с ним. И уйти не можешь. И он тебя держит на коротком поводке, да, контролирует, спрашивает там, с кем общаешься, куда ходишь, как тратишь деньги, а это не одевай, а вот это одевай и прочее, прочее, прочее. А ты это терпишь. Потому что что? Потому что у тебя года, у тебя в голове, я имею в виду, у меня года, как я буду одна. Ты боишься остаться одна, поэтому терпишь. У вас токсичные отношения, а по-другому тут никак не скажешь. И я еще раз повторяю, я не за тебя, не за него, но у вас токсичные отношения. И ты уже начинаешь привыкать к его контролю и даже находишь в этом какую-то безопасность. Тебе не нужно принимать решения, да, он все за тебя решает. А ему нравится быть главным, чувствовать власть над тобой. И вот ваша совместимость, она строится на страхах и слабостях. Ты боишься одиночества, он боится контроль потерять. Ты цепляешься за него, даже он, если плохо с тобой обращается, а он за тебя цепляется, потому что ты покорна и проблем не создаешь. Но знаешь что? Вы оба понимаете, что это неправильно. И ты даже иногда думаешь, там, как же я от этого устала. Матом не сказал. А ты устала. Ты вот устала матом. А он, знаешь, себя чувствует иногда вот виноватым за свою жестокость. Но вы не знаете, как по-другому быть. Вы привыкли к этой игре в жертву и в палача, и боитесь что-то менять. Ваше настоящее, что сейчас между вами, но он сейчас из себя романтика изображает. Возможно, цветы дарит, там какие-то красивые слова говорит, обещает, что я изменюсь. И ты видишь эти попытки загладить вину и думаешь, а может он правда станет другим. Но знаешь, проблема в том, что глубоко внутри ты чувствуешь, что здесь что-то не так. А проблема в том, что он тебе врет. Не про измену, нет. Он врет про свои чувства. Он вид делает, что любит, а на самом деле он просто боится тебя потерять, потому что другую такую он не найдет. Понимаешь? Потому что вот удобно иметь рядом вот эту покорную женщину, как ты. И все вот эти романтические жесты — это не любовь. Это попытка удержать тебя рядом. И в итоге ты живешь в тумане иллюзий. Ты хочешь верить, ну ты женщина, тебе же хочется любви, ласки и так далее. И тебе хочется верить в хорошее, что все наладилось, что он изменился. Ты глаза закрываешь на эти красные флажки.
оправдываешь его поведение. Когда он снова начинает контролировать, ты думаешь, ну он же беспокоится обо мне, ути-пути, траля-люшки. Сейчас между вами вот период ложного затишья. Он временно стал мягче. Ты расслабилась, ты поверила в лучшее будущее. Но, знаешь, это всего лишь передышка перед новым вот этим витком контроля. Он изучает, что на тебя действует, какими способами лучше тебя удерживать и так далее. А ты пока купаешься в его внимании и не замечаешь подвоха. Ваше будущее совместно, ну знаешь, вы скоро будете работать вместе над каким-то общим делом. И это, знаешь, это будет поворотным моментом в ваших отношениях. Когда вы совместным проектом займетесь, то ты увидишь его с другой стороны. Ты поймешь, что он умеет не только контролировать, но и созидать. И вот этот совместный труд, он, знаешь, научит вас друг друга уважать. Ты покажешь ему, что ты можешь быть полезной партнершей, да, а не только покорной женщиной. А он тебе покажет, что умеет работать в команде, да, а не только командовать. Вы станете союзниками на вот это время, а не вот этими противниками. Ну и тогда придет ваши отношения настоящая надежда. Вы поймете, что можете строить что-то хорошее вместе. Не просто друг друга мучить, да, а создавать общее будущее. Извиняюсь, что сказал друг друга мучить, потому что мучает пока только он тебя. У вас планы появятся, мечты появятся, цели, которые вы воплощать будете вдвоем. Главное изменение — это вы научитесь доверять друг другу. Не из страха, не из зависимости, а вот из уважения и привязанности. Ты перестанешь бояться его реакций, а он тебя перестанет контролировать. И вы поймете, что вместе вы сильнее, чем вот по отдельности, понимаешь? И это будет вот основой для здоровых отношений. Лишь бы удержали. Совет тебе. Знаешь, тебе нужно стать настоящей женщиной рядом с ним. Перестань играть роль жертвы, покажи свою силу. Не агрессию, нет. Но я бы на твоем месте один раз леща дал, но это я от себя говорю, карты этого не показывают. Вот надо будет в будущих колодах сделать карту лещ. Карта лещ выпадает, это им леща, на. Потому что что? Потому что дед сказал. Так вот, не агрессию. Тебе нужна женская мудрость и спокойная уверенность в себе. Сейчас ты не уверена в себе, ты играешь жертву, а он этим пользуется, паразит. Покажи ему, что ты не беспомощная девочка, что ты взрослая женщина, которая может о себе сама позаботиться. Начни между вами вот настоящую близость создавать. Не физическую, нет, эмоциональную. Учись понимать его чувства, делиться своими переживаниями, разговаривай с ним как с равным, а не как с начальником, понимаешь? Покажи, что отношения — это партнерство, а не подчинение. Я бы тебе посоветовал пойти в проживание арканов. Там ты так на себя, как говорится, проработаешь, что тебе не будет сложно леща ему дать. Всех девочек, которые прожили арканы, уважают мужики. Вот всех. А попробуй, хоть одному пирату скажи, что что-то не так. Он скажет, что ты на тебе леща вкусненького, жареного в муке изваленного. И знаешь, что еще важно? Стань творческой и плодотворной. Вот найди дело, которое тебе нравится, и занимайся им. Не спрашивай у него разрешения, просто делай. Когда он увидит, что у тебя есть свои интересы и цели, да, а не только он и к нему присмыкаться, он начнет тебя больше уважать. И главное, создай атмосферу любви и понимания в отношениях. Не жди, что он первым станет мягче, он не станет. Начни сама. Благодари его за хорошие поступки. Хвали, когда он себя хорошо ведет. Показывай ему, что вы можете жить без вот этих драм, без скандалов. И когда вот он почувствует тепло и принятие, его желание контролировать, оно само пройдет. Ну, на крайний случай, я тебе еще раз говорю, лещ, лещ, лещ. Обязательно подписывайся на канал. Вот эту колоду ты можешь распечатать. Ссылки на профессиональные макеты на Бусти. И мы переходим ко
к третьему варианту. Троечки. Читаем карты парно. Эту колоду вы можете распечатать себе, если нужно, или те другие, которые в раскладе были. Ссылка на Бусти, на макеты в описании. Ваша с ним совместимость, ну знаешь, вы вообще полные противоположности. Ты постоянно себя накручиваешь по любому поводу. Он опоздал на полчаса, ты уже думаешь, что он тебя разлюбил. На сообщение не ответил, значит, у него кто-то есть. Ты в постоянном стрессе живешь и придумываешь проблемы на ровном месте. А он вообще расслабленный. Ему все равно, что о нем думает. Он, знаешь, он не парится по мелочам. Он живет одним днем, он не строит долгосрочных планов. Ты ему говоришь там про серьезные вещи, да, а он там, извиняюсь, а он там отшучивается, да, тему переводит. Для него жизнь — это приключение, а не повод для переживаний. Вот и получается так. Ты мучаешься, а он веселится. Ты планируешь ваше будущее на годы вперед, а он не знает, что завтра будет делать. Ты там стабильности хочешь, гарантий, детей, а он хочет свободы и новых впечатлений, понимаешь? Ты рисковать боишься, а он на любые вот эти авантюры готов пойти. Но знаешь, что интересно? Вы именно поэтому и нужны друг другу. Ты его заземляешь, заставляешь думать о последствиях, а он тебя немножко расслабляет, учит жить проще. Ну, без него ты бы сошла с ума от своих тревог. А без тебя он бы там кучу глупостей наделал. Понимаешь? Что сейчас между вами? Он, знаешь, он сейчас что-то в работу погрузился. Всякие проекты, работа, работа, работа. Он приходит домой уставший, на диван, как говорится, падает и только телефон листает. У него сил нет на разговор с тобой. Ну, на романтику уж тем более. Даже на компот, да, особо не хватает у него энергии. Вся его жизнь сейчас крутится вокруг работы. А у тебя что? А у тебя в голове, а не изменяет ли он мне? Еще ты пользуешься вот этим. Живешь своей тайной жизнью. Нет, не изменяешь, нет. Но у тебя есть секреты, которые ты от него скрываешь. С подругами встречаешься, рассказываешь им то, что ему не говоришь. Вещи покупаешь, прячешь чеки, да? Принимаешь решение и ставишь перед фактом его. Ты сейчас, знаешь, хитрожопая. Ты научилась жить без его участия. Раньше всегда там с ним советовалась, спрашивала мнение, а сейчас ты просто информируешь его о том, что уже решила. А он так на работе устает, что даже не замечает, как ты изменилась. Как ты стала просто вот самостоятельной и немножко скрытной. И вот эта скрытность, она у тебя привычкой становится. Ты уже не хочешь делиться с ним мыслями, не хочешь с ним планами делиться. Тебе просто вот нравится иметь свою территорию, куда он, как говорится, не имеет доступа. А он даже и рад, что ты не лезешь там со своими проблемами, со своими вот этими всем, когда он устал. И вы живете, получается, параллельными жизнями в одной квартире. Будущее ваше совместное. Ну, знаешь, скоро в вашей жизни происходить события будут прям с бешеной скоростью. Его работа резко изменится. То ли, знаешь, то ли повышение, то ли какое-то новое место, но вот ради которого он сейчас старается, понимаешь? И вот тогда у него появится время на отношения. И он поймет, что вот, как говорится,
Батюшки, какая у тебя попка красивая, давно на тебя внимания не обращал. И он захочет наверстать упущенное. А ты к тому времени уже привыкнешь к независимости. Ему, знаешь, ему придется заново завоевывать твое доверие, близость с тобой. Но это будет хорошо для ваших отношений. Вы прям, как сказать, вот как будто вот заново познакомитесь друг с другом. Он увидит, какая ты сильная стала, а ты поймешь, что он способен меняться. И вот эти перемены быстрые, они вас к полной гармонии приведут. Вы баланс найдете между его вот этой легкостью и твоей серьезностью. Между там его спонтанностью и твоим планированием. Научитесь друг друга дополнять, а не конфликтовать. И в итоге у вас будут идеальные отношения. Ты перестанешь себя накручивать по пустякам, а он более ответственным станет. Ну, в плане семьи. У вас будет и страсть, и компот, и стабильность, и, как говорится, приключения и уют. Вы поймете, что ваши различия – это не проблема, это преимущество. Что вы, как говорится, любого в рот победите. Совет какой? Романтичной мечтательницей тебе надо стать. Вот хватит просто анализировать постоянно ваши отношения и проблемы в них искать. Начни удовольствие получать от того, что у вас сейчас есть. Там сюрпризы придумывай, да, пока он сейчас работает. Там он пришел с работы, а у вас там романтический вечер. Да пусть это будет борщ под свечами, но это уже романтика. А он не может, понимаешь, он работает, он сейчас вот на вот эту вот то ли должность, то ли на повышение зарплаты прям вот пашет. Вот прям пашет. Там делай милые подарки, просто так, вот посмотри. Он собирается на работу, одевается, а ты какую-нибудь маленькую валентинку ему засунь. Валентинка – это, маленькая открыточка в виде сердечка. И при этом набирайся терпения и жди. Он сейчас проходит, знаешь, очень сложный период с работой, и ему нужно время. Не требуй от него постоянного внимания, он не может его тебе дать. Не устраивай сцены из того, что он устает. Дай ему немножко пространства сейчас, чтобы решить вот эти все свои дела. Покажи ему своими действиями, а не словами, что ты его любишь. Не говори там «ты меня не замечаешь», ты вот это все. А сделай так, чтобы он захотел тебя заметить. Стань той девушкой, в которую он влюбился когда-то. А когда ты была какая? Веселая, легкая, интересная, уси-пусечка прям. И знаешь, самое главное, перестань торопыжничать, торопить события. Все изменения в ваших отношениях происходят в свое время. Сейчас твоя задача – это просто рядом быть и показывать ему свою любовь. Когда он освободится от вот этих проблем рабочих, он сам придет к тебе. Ну а пока терпи и молча люби. Вот такой на сегодня короткий расклад. Вот эту колоду ты можешь распечатать, как и из прошлых вариантов две. Ссылки на макеты в описании к видео, в закрепленном комментарии. Это на Бусти. Макеты готовы к печати. Никаким дизайнерам ничего платить не нужно, просто распечатать. И знаешь, помни, что дед, он всегда с тобой рядом.